Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Смотрите, какая красивая красная тернеция мальки. Сегодня и разговор пойдет о другом. Вот смотрите, вчера был нерест красных тернеций. Очень красивые были производители. А сегодня вот уже сколько у нас личинки. Ее так здесь, я так смотрел, примерно около 1000, может и больше. Вот. И мы за этой личинкой в будущем за мальками проследим на протяжении 30 дней. Вы увидите, как можно вырастить эту красивую рыбку и какая она будет, в каком размере через месяц. Значит, вы увидите, какие манипуляции я с ними провожу и как мы ее кормим и как она у нас растет. Значит, сразу хочу сказать, вот видите, у меня такая пенка, бульбочки, да, на поверхности воды. Это от того, что я вчера вечером добавил сюда пол таблеточки эритромицина. Сначала думал не добавлять, но потом посмотрел, водичка такая стала мутная становиться, и думаю, чтобы не пропала личинка в икринке, решил это сделать. И думаю, это сделал я очень правильно. Ну а сегодня к вечеру поставим сюда аэрлифтный фильтр, который запущенный у нас есть, хороший. И водичка здесь будет идеальная. Будем смотреть, как она будет в дальнейшем развиваться. 3,5 суток, как у нас произошел нерест. И как мы видим, уже часть наших тернеций начала потихоньку плавать. Но часть еще висит на стенках нерестовика и не плывет. Значит, часть, которая начала плавать, нужно немедленно их кормить, потому что если этого не сделать, то они могут начать истощаться и погибать. Поэтому сейчас мы их будем кормить, а будем им давать солоноводную коловратку. Итак, друзья, ну вот, смотрите. Насыпал я солоноводной коловрат. Вот можно видеть такие беленькие маленькие точечки. Мелкие, мелкие, мелкие. Вот это и есть коловратка. И малечек будет ее кушать. И это послужит ему толчком для нормального развития. То есть первое кормление ни в коем случае мы не пропускаем. Прошла секунда. Вот 4-е сутки. Как прошел нерест. Смотрите, практически весь малек уже плавает. И сегодня мы ему утречком дадим инфузорию. Думаю, она ему понравится. Вот смотрите, вчера я с аулофоруса немного слил воды в колбу, да. Извините, что мерцает. И вот инфузория, которая была в воде внизу, ниже мочалки, она вся перебралась вот сюда вверх. Вот можно видеть, сколько ее здесь находится. Сейчас мы шприцом отберем ее и дадим малькам. Вот берем и капаем со шприца. Вот такой шприц у меня. Вот уже видно, инфузория распространяется. А везде вот так вот рассыпаем по всему. Вот, видите, ее там сколько. И малек вот сейчас плавает и ее хватает. И сейчас он насытится. Хотя, как я говорил, малек тернеций может кушать и сразу артемию. Но хуже не будет, если мы его покормим сначала коловраткой, а сегодня с утра инфузорией. А на вечер можно будет ему давать уже пробовать артемию. Когда он уже весь немножко окрепнет, думаю, он будет ее кушать. Все, до вечера. Друзья, зашел я вечером на разводню, смотрю, за день мальки инфузорию поели. И решил им дать немножко попробовать артемии. И эти наши друзья практически все едят артемию уже. То есть животики у них уже желтые, наполненные. Это говорит о том, что рыбка
уже полноценная. И теперь начала кушать, будет хорошо развиваться. Прошло полчаса. Мальки насытились, смотрите, и стоят все сверху, отдыхают. Смотрите, сколько его здесь. Это самый, наверное, лучший нерест красной тернеции, который у меня был. Просто красавчики. Вот, прошло 2 секунды. А у нас сегодня 8 суток, как был нерест. Вот такая у нас рыбка. Вон туда одна Данюшка даже попалась. Когда я пересаживал их всех в одну емкость. Одна, видно, на сачке прилипла и осталась. Вот, смотрите, какая рыбка. Она уже красненькая вся, четко видно, что красная. Есть какие-то такие непонятные, ну, может, надеюсь, что это зеленые. Ну, будем наблюдать. Полноценно кушает артемию. И я думаю, нормально она развивается. Вот такая она рыбка, когда прошло от момента нереста 8 суток. Итак, друзья, вот смотрите. 11 дней, как был у нас нерест. Вот у нас вот такие малечки красные, как вы помните. Свет на них близко не делаю, потому что они пугаются и все на дно садятся. Ну, сейчас я резко сюда вот так вот немножко подсвечу. Смотрите, какая рыбка и сколько ее здесь. Так, нормально ее тут. Вот и такая она. Сейчас попробую ближе подснять. Вот, смотрите, какая рыбка. Ну вот та, что ниже по центру, то одна у меня отстающая от прошлого нереста. Я ее подсадил к этим, потому что те, что покрупнее, не дают ей хорошо питаться. Вот такая вот рыбка. Все, следующее включение через несколько дней. Итак, друзья, опять вас приветствую. Сегодня нашим красным тернециям 15 дней, как они, вернее, как был нерест. То есть прошло ровно 2 недели. Вот такие у нас рыбки. Вот столько их много. И сегодня пришло время у них провести уборку на дне, вот здесь, в нерестовике. Потому что, видите, там уже достаточно много скопилось грязи, там плохая артемия, там и так дальше, и так дальше. Ну, там пару сомиков есть, анцитрусов, которые там стекла чистят и так дальше. Ну, дно надо убирать. Поэтому сейчас мы уберем этот фильтр, потом его тоже промоем в аквариумной воде. И я покажу, как я убираю у этих малышей, для того, чтобы им было чище и приятнее находиться в этом небольшом ихнем доме. Итак, друзья, начинаем с того, что отключаем обогреватель, который там за фильтром находится, для того, чтобы соблюсти меры безопасности, и вынимаем этот фильтр. Немножко у нас от лампы такая рябь идет, но я думаю, что ничего. Короче, берем вот такую вот мочалку обычную кухонную, да, мочим ее, чтобы она была влажная, потом ее вот так вот берем, собираем в кулак и опускаем сюда в воду к малькам. Вот, опустили, здесь выпрямили ее, она набрала воды, и потом заходим вот сюда к дальней стеночке, прижимаем ее к дну и начинаем потихоньку тянуть. Малек, конечно, убегает, он тоже понимает, что идет уборка. Вот вы уже видите, сколько у нас грязи собралось, прицепилось на мочалку. И мы эту мочалку аккуратно поднимаем, не травмируя наших мальков. Может быть, что-то там и остается, немножко грязи, но мы ее потом, возможно, трубочкой еще подчистим. Так, промыли мочалку. Опять ее опускаем, раскрываем, становимся на другую сторону нерестовика. Так же само прижимаем к дну и собираем эту всю грязь. Вот смотрите,
Все мальки живы, здоровы, а вся грязь поднимается с мочалкой вверх. Смотрите, как хорошо все уходит. Вот. Вот смотрите, какое у нас получилось дно. Просто идеально. Сейчас промываем еще фильтр, ставим назад. Можно немножко воды слить, обновить воду на свеженькую. И потом можно давать рыбкам кушать. Сейчас уже вечер, они поужинают и будут отдыхать. Фильтр промыли, поставили на место, воды долили рыбкам. У них сейчас так уже достаточный такой уровень воды. Вот, сейчас мы им дадим артемии. И посмотрим потом, когда они покушают, какие они у нас будут красавицы. Наши малыши купаются в артемии. Сейчас они накушаются. И мы на них посмотрим еще раз. Друзья, ну что, можно посмотреть на наших поужинавших рыбок. Смотрите, какие они. Может, очень ярко светит. Смотрите. Запоминайте, через 2 недели вы их не узнаете. Они будут совершенно другие. И по размеру, и по цвету. Вот такая компания приличная. Даже одна зеленая вот есть. Есть у них еще артемии, они еще подъедают. Ну все. Кто до этого момента досмотрел, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Ну а мы встретимся через несколько секунд, не переключайтесь. Итак, друзья, снова приветствую вас. Сейчас пока еще подсветку не включал, хочу вам сразу показать. Вот рыбка красная у нас покушала, да, как вы помните. Сегодня, кстати, 20 дней, как был нерест. То есть, как она стала мальком, считаем, ну, 16-17 дней. Вот она в таком состоянии. Она только что покушала и стоит вот так у поверхности, красуется. Вот такие красавцы и красавицы. Сейчас я включу подсветку, и мы тогда на нее ближе посмотрим. Я думаю, вы увидите ее во всей своей красе. Вот смотрите, какая красивая рыбка. Вот здесь она сосредоточилась. И вон там на задней стеночке есть. То есть ее так здесь нормальное количество. Есть, конечно, и бесцветная, я вот вижу пробросы. Ну, ничего страшного. У нее еще там артемии полно, конечно. Но она, видно, уже наелась, то и не ест особо. Ну, будем за ней дальше наблюдать. Еще осталось совсем немножко. И мы посмотрим на нее, какая она будет в месячном возрасте. Ну, сейчас я вам хочу сказать, она уже примерно доходит где-то 9, ну, сантиметры есть уже у некоторых рыбок, у некоторых даже есть побольше. Ну, а вообще, вот такая красавица, видите? Вот, смотрите, в ближнем углу, в правом, сколько их сосредоточилось. И вон там, смотрите, еще их сколько есть. Покушали и отдыхают. И вот еще прошла секунда. И прошло еще 8 дней. 28 дней, как был нерест. Вот такие рыбки. Кстати, они здесь вперемешку уже с гупиками. Вот слева вверху красненькая рыбка. Это та, которая была одна, что я ее отсаживал вместе с малышами. Вот она такая уже стала. Вот можно ее видеть, да? Ну, а остальная рыбка такая уже больше сантиметра. Хорошо развивается. Не будем мы уже больше видео затягивать. Нужно ее уже пересаживать в больший объем. Я думаю, в ближайшее время мы это сделаем. Кушает она уже и сухой корм, и артемию, конечно же, ей даю. И даже уже кушает свободно аулофорус. И развивается достаточно хорошо. Друзья, кто видео посмотрел до конца, не забудьте подписаться на канал. Надеюсь, оно вам понравилось и было полезным. Все, пока.